Привет, друзья, Миран на связи. С момента выхода первых выпусков Metal Music Madness уже прошло достаточно времени. Достаточно для того, чтобы их герои порадовали нас новыми релизами. И редко бывает, что новый альбом полностью соответствует ожиданиям слушателей. Музыканты развиваются, меняют направление. И сегодня мы как раз сравним уже известные нам работы со свежими творениями. Ладно, народ, понимаю, вы ожидали чего-то большего, но наукой же доказано, что 2000 лет назад люди были гораздо меньшего роста. Давайте отнесемся к этому серьезно, никаких смешков и... Эй! Второе пришествие наших старых знакомых. Сегодня на Metal Music Madness. Первый сегодняшний персонаж известен нам по самому первому выпуску МММ «Шведская семья», то есть это один из братьев Норбергов, а именно Эмиль. Новый релиз его группы Persuader был весьма долгожданным. Его предшественник When Eden Burns вышел аж в 2006 году. И вот спустя 8 лет томительного ожидания в январе 2014 года Persuader выпускает новый полноформатник The Fiction Maze. Ну, для начала стоит сказать, что это все тот же Persuader. Ну, то есть буквально. Альбом The Fiction Maze записывал тот же состав, что было на предыдущих двух релизах. Так что любители консерватизма порадуются. Гитарные запилы Нильса остались при нем, и хоры Йенса Карлсона по-прежнему великолепно саранжированы. Этот альбом явно не на коленке делался. Вот чего этому альбому не хватает, так это прежних прогрессивных экспериментов с электроникой, знакомых нам по альбомам When Eden Burns и Evolution Purgatory. 10 лет назад кислотность такой музыки невероятно канала, новаторство, все дела. Стоило перенести ее и в последующие творения. Хотя, как это обычно и бывает, это исключительно мои проблемы. Понапридумывал себе новый альбом Persuader с кислотными сэмплами, а их не оказалось. Но вот общепринятой печалькой, я думаю, будет отсутствие клипов на песни The Fiction Maze. Да хоть на какие-нибудь песни, ведь ни одного видео нет. Так что придется нам довольствоваться аудиосоставляющей. А она хороша, мясистая, техничная и запоминающаяся. Ну а второй сегодняшний релиз нам представит группа из третьего выпуска Metal Music Madness «Предапокалиптические». И хоть со времени их появления в том эпизоде у группы вышел не полновес, а эпишка, тем не менее это сможет подогреть наш интерес к ним. Lunatic Gods, Слиновратие. Ждать от Lunatic Gods эпишек нам как-то не пристало. Последний раз они пользовались таким форматом в 99 году, когда выпускали Cuckoo. Но сейчас выход Слиновратия оказался очень даже кстати, ведь у Lunatic Gods довольно большие временные промежутки между полноформатными релизами, так что данный миньон скрасит наши ожидания. Но состоит этот EP из двух песен общей продолжительностью в 15 минут, на словацком языке, со скрипочками, атмосферными вставками. В общем, как раз то, что нам приглянулось на альбоме «Вольнобитие».
вот у Lunatic Gas, в отличие от Persuader, после выхода последнего альбома произошли изменения в составе. Группу покинул Павел Барычак, известный под псевдонимом Hyrex. Ну, радует то, что он не совсем свалил из музыки, а собрал новую Pagain Black команду Ramchat, которую я советую к прослушиванию всем любителям Lunatic Gas. У них есть много общего. Sme pohania, korene vedú k našim bohom. Miloslaň Alkionu, noci na ladinu, prebuď ticho v srdci od svého čarodeja. Učiť rytmus na rek matky zeme z ľudí, mocný najsilnejšia. Zničiace dobratu čest, úklad, šramot, od diabla na vraždy svetej, pod jazyk oblátka. Pamätaj, založím rodinu, moudrý bojový chmel. Na to pamätaj, v srdci mi vyrastá obrovský zosadý strom. Na to pamätaj, jazero bolesti, trady slova jak grom. Похожесть этих двух групп, конечно же, обусловлена тем, что львиную долю композиторства в них вытягивает Hyrex. И тут мы, по идее, должны испугаться за будущее Lunatic Gas. Однако членовратие показывает все тот же высокий уровень. Так что будем надеяться, что грядущие альбомы этой команды и без Павла порадуют нас прежней оригинальностью, самобытностью и экспрессией. Vykresaj zo cielky kremeňom plamienky. Šibicou do tvorí, nech ponesú bory. Pomiešaj bylinky, sveté sú. А последний сегодняшний персонаж знаком нам по выпуску французский авангард. И за последний год порадовал нас даже не одним релизом. Это Arno Strobel, голос группы Carnival in Coal. That's not rock and roll, baby. Для всех любителей авангардной музыки и в частности группы Carnival in Coal, любые подвижки с этого фронта — это просто праздник. И первые новости настигли нас в апреле прошлого года, когда вышел второй альбом группы Thick 33 с аппетитным названием The Stench from the Sweating. Арно не является полноправным участником команды, однако он не слабо приложился к вокальной части альбома, поэтому диск вышел с заглавием Thick 33 and Arno Strobel. Ну а внутри этого релиза нас ждет авангардная смесь металла, джаза, прога, сдобренная разносторонним вокалом Арно. То, что надо для любителей французской метал-сцены. Ну а в начале 2014-го вышел дебютный альбом группы We All Die – Laughing. Дуэт Арно и бельгийского музыканта Дега, известного по своим экспериментам в области эмбиента, дума, грайндкора, пост-рока, регги, электроники. Видимо, бельгийцы недалеко ушли от французов в плане многогранности. Ну а первое их совместное творение Thoughts Canyon – это фактически один 33-минутный трек, жанровую принадлежность которого достаточно трудно определить. Что-то типа авангардного и прогрессивного пост-металла. Но это все слова. Главное впечатление от прослушивания, ведь так?
Но это, кстати, еще не все. Буквально второе пришествие Carnival in Call случится в этом году. Арно собрал музыкантов и запланировал несколько концертов в честь 15-летия выхода дебютного альбома Viva la Vida. Но в этом составе не будет Акселя Вурстхорна, второго идеолога CNC. Однако Арно заверил, что Carnival in Call никогда еще не звучали лучше, чем сейчас, а у них и в былые времена концерты были убойные. Так что нынешние шоу, видимо, будут просто бомбой. Что мы имеем в итоге? Persuader очнулись от 8-летней спячки с новым альбомом The Fiction Maze. Lunatic Gods подогрели наш интерес своим миньоном Слюновратии. И Арно Штробл просто завалил нас хорошими новостями в виде The Stench from the Swelling, Thoughts Canyon и воссоединение Carnival in Call. А между делом у нас есть победитель конкурса из прошлого выпуска. Человек вот с таким вот ником. Он угадал клип группы Suidacra на песню March of Conquest. Ну а мы продолжаем розыгрыш халявных дисков. Все, что нужно, это угадать клип по скриншоту и написать его название в комментариях под этим видео на ютубе. Все просто. Вперед! Ну что ж, если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Metal Music Madness. Ну и совсем офигительно будет, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями в социальных сетях. И если вы сделаете все вышеперечисленное, то я вам безмерно признателен. С вами был Миран. До связи.